Мы вернулись из своего первого морского круиза по Средиземному морю на круизном лайнере Celebrity Edge с 19 по 26 августа из Рима в Барселону. Перед поездкой у нас было 2 месяца для того, чтобы подробно изучить все нюансы морского круиза в целом и круиза Celebrity в частности. Мы посмотрели промо-ролики компании, мы посмотрели обзоры агентов по продажам и экспертов, которые плавали на этом лайнере. Мы изучили все, надо честно сказать, не очень многочисленные видео и фотографии от пассажиров корабля, уже ходивших в различные рейсы Сайч. Мы, безусловно, не стали экспертами, но, по крайней мере, получили представление об организации тура и устройстве судна. Так все ли оказалось на практике таким, как мы себе представляли? Нет, конечно. Я не вижу необходимости подробно описывать каждый наш шаг на корабле. Также я не покажу все его палубы, каюты, магазины, рестораны, места отдыха и развлечений. У меня остались после плавания какие-то эмоции, какие-то впечатления, и именно ими я с вами поделюсь. Кому-то они покажутся надуманными, кто-то фыркнет в негодовании, мол, он еще нос воротит, что-то ему еще не нравится. Дело ваше. Еще до круиза ты становишься его частью благодаря мобильному приложению от Celebrity. Ты можешь виртуально обследовать все палубы, ознакомиться со списанием мероприятий на каждый день твоего путешествия, увидеть, какие экскурсии предлагает тебе компания, и сразу же купить их. Даже можно подробно изучить меню ресторанов и баров. Как я говорил в предыдущем видео, мы заранее купили пакет безалкогольных напитков Zero Proof и также после долгих размышлений одну из предлагаемых экскурсий на берегу из итальянского города Порто-Ла-Специя в Пизу. И про одно, и про другое я расскажу подробнее чуть позже. Here we go. Это кораблик. Мы стоим в порту Севильча. Вот знаменитый летающий лифт. Здесь стоит сейчас 3 корабля больших круизных. Наш. За ним еще один. И там еще один. И вот сейчас мы зайдем на борт. Вот тут вот наша каюта. Начинается круиз, разумеется, с посадки на судно. Мы прибыли без багажа где-то в 13:30 в порт Чивитавекья, в 80 километрах от Рима. Прошли небольшую очередь на досмотр в терминале, паспортный контроль сотрудников Celebrity и сразу попали на лайнер. То, что ты видел ранее в интернете, никак не сравнится с тем впечатлением, которое ты получаешь рядом с ним. Красивый, огромный, чистый, блестящий. Наша каюта уже была готова. С каютой у нас, кстати, произошла странная и загадочная история. Мы изначально хотели каюту с возможностью выйти наружу, то есть не внутреннюю. Понимали, что это дороже, но все-таки. Мы выбрали каюту с бесконечной верандой. На фото и видео это каюта с одинаковыми окнами, как бы разделенные вертикально пополам. Верхняя часть этого окна автоматически может опускаться вниз, образуя веранду. Выбрать местонахождение такой каюты в процессе резервации не представляется возможным. Получаешь ты ее рандомно в любой части судна. И вот в процессе оплаты круиза наш платеж почему-то задвоился. Техническая ошибка. Мне пришлось звонить Celebrity и выяснять, что произошло. Мы во всем, разумеется, разобрались, а я обнаружил в приложении, что мы получили вместо бесконечной веранды каюту с настоящей верандой, с открытым круглым окошком на носу судна. Единственное, что в окне справа были видны части оборудования для мытья окон. Номер нашей каюты уже был известен, 8110. Ну, типа получили компенсацию, не знаю. Но почему бы нет? Это наша комнатка. Большое окошечко кругленькое, с которого море видно. Веранда нормальная, не бесконечная, раздвижная. Здесь столик, розеточки. Посидеть, отдохнуть, полежать, что бы то ни было. Кондиционер большой центральный. Шкафчики всякие разные. И вот тут куча полочек.
Тут куча полочек. Там вон Wi-Fi, если кто хочет воспользоваться. Халатики, вешалочки. Всякие. Тут, походу, еще. Сейф. Ну, что ни в одной гостинице не помню такого количества полочек. Еще не забываем, что вот тут ящички. Вот тут ящички. А, здесь у нас бар. Да. Бар. Здесь есть регулятор, к нему будет подключиться температуру. Можно с телефона регулировать и смотреть. Это ванна такая. Куча мелких полотенчиков. Душ. Шампуни. Кондиционеры. Душ хороший, нормальный, съемный. Надеюсь, что не будет заливать. Некоторые там писали. Ну, мы довольны. Красиво. Каюты были совсем как новые. Несколько пятен на диванчике и вмятости не считаются. Мы, в общем, после 7 дней и ночей в каюте столкнулись только с одной проблемой. Дверь в душевую кабинку открывалась наружу, и вода и конденсат с нее капали на пол. А еще на двери снизу была прокладка, которая не должна была давать воде проникать наружу. И эта прокладка требовала, ну, скажем так, небольшого обновления. И у нас после душа появлялась лужа между кабинкой и унитазом. Я про это читал в комментариях от других путешественников до круиза и не был удивлен. Дополнительное полотенце на полу прекрасно справлялось с задачей. Благо, уборка каюты производилась 2 раза в день. Про то, что кондиционер в каютах отключался при открытой двери на веранде, также писали. Это нормально и объяснимо. В номерах с бесконечным балконом вообще открытие окна можно было заблокировать из рубки капитана, и ты не мог ничего с этим поделать. Больше претензий к каюте у нас не выявилось. Мы довольны и размером, и качеством сна на прекрасной огромной кровати, и количеством шкафов и ящиков для вещей. Единственное, я бы подумал и добавил какое-то место для хранения обуви во время круиза, некую обувницу, чтобы уборщица не запихивала каждый раз твои туфли под кушетку.
Мы прошли по всем значимым местам судна. Побывали в саду Эден, увидели вблизи Гранд-Плаза, казино, арт-галереи, заглянули в театр, поднялись к бассейну и соляриуму и выше, прошлись по Руфтоп-Гарден и увидели Сансет-бар, зашли на Magic Carpet. Все это мы, повторяюсь, видели на фото и видео. Но живые впечатления – это совершенно другое. Общественные пространства лайнера поражали своим качеством. Дизайн был продуман до мелочей. Не чувствовалось никакой усталости оборудования или интерьера. Напомню, что корабль был спущен на воду в 2018 году. Он по общим меркам морского флота совсем новый, и это чувствовалось, это было видно. Мы не ходили специально, не выискивали какие-то недостатки, нам было не до этого. Мы были в восторге от самого ощущения плавания на таком огромном судне. Небольшое отступление. Надо сказать, что заявка организаторов на высокую технологичность обслуживания на борту не всегда работала так, как она могла бы и должна была бы работать. Мы получили свои электронные карточки под названием SeaPass, на котором были указаны наши имена, номера нашей каюты, без указания палубы, номера палубы, а также тот пакет напитков, который мы выбрали, Zero Proof в нашем случае. По этой карточке SeaPass мы попадали в свою каюту, выходили на берег, а в карте зашита наша фотография и все наши данные, оплачивали покупки, когда это было необходимо на борту. И вот с этой карточкой у нас случился небольшой диссонанс между современным миром и человеческим опытом прошлых лет. Дело в том, что карточку можно было использовать как электронный носитель только в тех местах на судне, где был считыватель информации. Ну, то есть вы прикладываете карточку к какому-то прибору, он, собственно, берет всю информацию и считывает ее в какую-то систему. В барах, например, в магазинах. Но не в главном ресторане Ocean View, то есть в буфете, не в тех местах, где тебе выдавали в соответствии с пакетом, который у тебя был, пакетом напитков, воду или соки в бутылках, например. Описываю, как это происходит в главном ресторане. Ты приходишь, набираешь необходимую еду, ну, буфет все-таки, и на одной из стоек ты можешь получить газированные напитки, воду, соки или коктейли. Ты показываешь им эту карту, говоришь: о, вот моя карта, смотрите, вот мой номер. И тебя все равно обязательно переспросят, какой у вас номер каюты, несмотря на то, что он указан на карточке. Почему так происходит? Потому что нет номера палубы. И вот наш номер 110 с успехом мог быть на 10-й, 9-й, 8-й или любой другой палубе, где есть жилые помещения. Дальше сотрудники записывают твой номер,
карандашиком в блокнотик, маленький блокнотик такой, в него карандашиком люди записывают номер каюты и сколько единиц, чего ты там взял, чтобы потом передать эту информацию куда-то в базу. Ну, именно так. Вероятно, мы платим недостаточно за круиз в целом, в Celebrity, и они не могут приобрести несколько десятков мобильных электронных устройств для считывания информации из твоей магнитной карточки. Ну или хотя бы планшета, в который бы заносилась эта же информация в электронном виде и потом сбрасывалась опять-таки в базу данных, в общую базу данных. Мне на самом деле странно, что никто из пассажиров в своих отзывах до сих пор не описал этого. Или все входили в положение организаторов круиза, знаете, как-то жалели их, что ли. Ну, или просто мы пропустили эту информацию. Мелочь, скажете вы. Конечно. Но значит ли это, что так и должно быть? Не думаю. Таких мелочей, в принципе, накапливается достаточно много, и они оставляют какой-то такой определенный осадок. И в целом хорошая организация работы всей команды и обслуживающего персонала вот такие вот ложечками дегтя оставляют какие-то впечатления, которыми потом хочется поделиться. Про еду на борту Celebrity не писал только ленивый. Причем отзывы за один и тот же круиз попадаются прямо противоположные. Наше личное впечатление все на очень хорошем уровне. Никто не уйдет голодным. Так как Ocean View Cafe по сути это огромный буфет, в котором и на завтрак, и на обед, и на ужин предлагаются десятки блюд, то всегда можно найти для себя что-то вкусное. Единственное, что в так называемые часы пик в буфете достаточно сложно найти свободные места прямо рядом с раздачей еды. Но можно пройти чуть дальше и вуаля сесть за свободный столик внутри или снаружи прямо на палубе. Грязную посуду убирали со столов очень быстро и аккуратно. Также очень быстро, если бы было необходимо, приносили напитки. Никаких замечаний у нас по этому поводу нет. Нам, в принципе, все нравилось и всегда еда была на хорошем уровне. Также мы посетили на ужин 4 бесплатных ресторана, которые были включены непосредственно в пакет обслуживания. Это Нормандия, Тоскан, Космополитен и Циprus. Кроме прекрасной утки в Нормандии, в которой мы, кстати, были 2 раза, сказать про рестораны нам особенно нечего. Скорее всего, это такой способ для гостей красиво одеться и почувствовать к себе усиленное внимание от официантов. Не более того, никаких особенных изысков, чего-то, чего нельзя было найти бы на Ocean View Cafe, мы не обнаружили. Все дело было в атмосфере и в подаче блюд. Ругать эти рестораны, даже и хвалить за что-то, не вижу необходимости. Хочется отдельно выделить еще одно место. Это тоже бесплатный для тех, у кого есть пакет напитков, бесплатное место, бар Альбасио на 4-м этаже. Это пишут очень многие люди в своих отзывах. Здесь хороший кофе и другие кофейные напитки и чаи. И также очень красивая подача и обслуживание. Мы остались очень довольны. Пару раз мы хотели воспользоваться нашей карточкой SeaPass, про которую я уже говорил, в которой у нас есть набор Zero Proof, набор напитков безалкогольных на борту, и попробовать натуральные соки в кафе УСПА. Это единственное место, где эти соки, свежевыжатые соки, прилагались. Это было разочарование, честно вам скажу. В меню было 4 разных микса. Ну, например, корешки, свекла, морковка, яблоко, клубника или оранж, апельсин, морковка, имбирь. И каждый раз, когда мы пробовали эти миксы, пропорции ингредиентов были немножко разными. Ну, не знаю, вероятно, преобладало то, что в этот момент было доступно в буфете, что там с берега привезли. При этом в меню кафе было написано: вы можете создать свой собственный микс, только скажите сотруднику. А, как же? На мой вопрос, можно ли получить стандартный вкусный микс яблоко-морковка, был ответ: нет морковки. При этом здесь же стояли соки, в состав которых входила морковный сок, входила морковка. И еще одно наблюдение. Как я уже упоминал, это был наш первый круиз, и мы полагались на то, что мы сориентируемся в море информации абсолютно самостоятельно. Ведь у нас есть прекрасное приложение на телефоне, и в нем есть меню, и в нем есть все места отмеченные, где мы можем и что мы можем сделать.
И наш пакет напитков, опять-таки, про который я все время упоминаю, потому что, ну, немножко обидно, как говорится, деньги заплатил, а получил не все, что хочется. Так вот, наш пакет напитков включал в себя все безалкогольные виды питья на борту. Это значит, что в любой момент, в любом баре, в любом ресторане могли заказать себе безалкогольный коктейль, газировку, воду, с витаминизированный сок и так далее. С удивлением мы обнаружили, что несмотря на огромный ассортимент всего, что необходимо на создание коктейлей непосредственно в барах, ни в одном из меню этих баров не были указаны простейшие, элементарные, базовые безалкогольные напитки. Ну, то есть там не было ни пиноколады, ни мохито, ни секс на пляже, ни тропический коктейль. Ладно, подумал я, давайте все-таки попробуем. И на третий день пребывания на борту я подошел к бармену, как сейчас помню, это было рядом с бассейном, и говорю, а можно мне безалкогольную пиноколаду по моей волшебной карточке, где написано Zero Proof? Он говорит, конечно. И получается, что в теории ты можешь заказать все, что угодно, если в баре есть ингредиенты, а этот коктейль готовился, ну, конечно же, не из живых продуктов, а были определенные сиропы, миксы, которые вместе сливались, взбивались, и получался вот этот коктейльчик. Так вот, и здесь нас тоже ждала небольшая засада. Супруга за время путешествия, за те 8 дней, что мы были на борту, ну, наверное, раз 5 просила коктейль, он ей, в принципе, нравится, нравится. И каждый раз мы получали разный микс. То есть то же самое было как раз с свежевыжатыми соками. Консистенция ингредиентов была разная. Кто-то клал в стакан половину стакана льда, кто-то не добавлял ананасовый сироп. Это было как в рулетке. Что будет в этот раз? Кстати, точно так же произошло и с моими заказами. Я трижды заказывал себе алкогольный уже коктейль, оплачивая его непосредственно со счета. То есть он был за деньги для нас, он не входил в стоимость. И заказывал простейший коктейль, я люблю ром с колой. Классический рецепт этого коктейля говорит пропорция 1 к 3. Не 1 к 5. Не половину льда, чуть-чуть льда и четко 1 к 3. Все 3 раза коктейль был совершенно разный. Опять-таки, я не ворчу, если кому-то так показалось. Безусловно, мы не делали на борту никаких замечаний никому и не портили самим себе отдых. Но, как говорится, осадочек остался, и я делюсь им с вами. Вдруг вы будете умнее, чем мы. Спасибо. Следующая важная часть круиза – это развлечения на борту. Скажу сразу, мы не ходили в казино, не покупали в фирменных бутиках, не принимали участие в различных конкурсах, когда они были организованы. Мы не совсем любители всего этого. Хотя мы поучаствовали в тихой вечеринке, silent party, проходящей у бассейна. В наушниках транслируются 3 разных канала, 3 разных музыкальных потока. И ты выбираешь свой и под него танцуешь. Выглядит очень прикольно. По вечерам мы посещали шоу с приглашенными гостями и собственным коллективом исполнителей в театре, и выступления артистов в других местах, в клубе, в баре, да и так далее. Все крупные шоу, которые мы видели в театре, нам понравились. Никто не ожидал от артистов уровня Лас-Вегаса или Бродвея, но все было сделано добротно и продумано до мелочей. Было видно, что и постановщики, и исполнители делают все возможное, чтобы на выходе получился достойный продукт. В каждом рейсе показывают разные выступления и принимают участие разные артисты, разные приглашенные гости. Не вижу смысла описывать все выступления. Мы отсняли достаточно много информации. Вы можете посмотреть отрывки из разных шоу и сами сделаете необходимые выводы. You guys know it? Sing as loud as you can. So darling, darling, stand by me. We got a choir. Come on, guys, holla. Stand by me. You guys sound awesome. Oh, stand, yeah, stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. So darling, darling.
stand by me, stand by me. Give it up for Jeff.
to change. Couldn't stay all my life down at here. Looking out of the window, staying out of attitude. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And don't cry for me, Argentina. Have I said too much? There is nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Don't cry for me, Argentina. It's the time we need you to be at the meeting place. Otherwise, you might miss your tour. I had a guy this morning come up to me and he went, oh, Dave, I'm supposed to be meeting for this tour. And I said, oh, what does it say on your tour ticket? He went, oh, meet at 8. And I went, okay, what time did you get there? He went, 9:30. I went, well, then you've missed your tour. And he went, yeah, but 8's early. You booked it. You had the choice. Oh my goodness. So make sure you follow the time and the location on your tour tickets. Okay. Now let's talk about tomorrow night. Oh my goodness, tomorrow night when you get back on board, 7:30 and 9:30. Oh my goodness. Have we got an absolute superstar for you? A lady by the name of Leanne Mitchell. Now, Leanne Mitchell was the first winner of the UK Voice, and she has had a stunning career ever since. Shows in the West End and Broadway. Absolutely amazing vocal talent here tomorrow night. So make sure that you're back here to see her, Leanne Mitchell, tomorrow night here in the theatre. Who came to see Soul Waves last night? You guys see Soul Waves last night? We talked about bringing them back, right? Yeah. Let's do it tomorrow. Let's do it tomorrow. Let's do it in the Grand Plaza, and we'll have a party in the plaza. How does that sound? Sound good? Yeah? We'll have a late night party. Why not? Where are my ABBA fans? Do we have any ABBA fans in the room? Where are my ABBA people? Yes, I know you guys. Listen, I know you guys get excited about the ABBA sing-along party. That is also tomorrow night, okay? So check out all the finer details.
Tonight we've still got lots going on. We've got evening game show for you. And tonight I want to see you up all on the open deck for the pool party. And you're all invited. Everybody's coming, yes? You liars. Yeah, I know what it is now. You just say, yeah, just so I leave you alone. And I let you live. Yes! Yes, it's been amazing. Listen, there's a couple of serious things I've got to talk to you about. One is, did you all pack? Some of you have, some of you haven't. Who's put their suitcases out in front of their cabins? Have you? Excellent. I need some new clothes. You guys are trusting, right? Just throw your suitcases and put all your belongings out there. I'll just leave it there, shall I? Just for a few hours? Okay, good luck. And some of you are doing the walk-off in the morning. You kept your bags with you. Where are the walk-off people? See, these people don't trust me. Okay, so tomorrow morning, whatever you're doing, I hope you get off safely. I'll be up nice and early in the morning to wave you all off, to say goodbye, to say thank you. So I'm sure but the 9 and 10s are green. The 9 and 10s are green. It basically means that you had a nice time and that you would come back and see us. Would you come back and see us again? Would you cruise Celebrity again? Yeah? This is the big one for us. If you would cruise again, that's green for us. That's your 9s and your 10s. Would you recommend us to your friends and family? Would you tell them to come here? All right. Amazing. Amazing. That's the big one for us. That's the important one. So we really appreciate you filling out those surveys. Your feedback means a lot to us, so I appreciate that. I know you think we're here to entertain you. I love to watch you folks. Especially the first day. It's nice on the first day, because nobody knows who I am the first day. I'm just somebody walking around with trousers that are probably too tight for him. But nobody really pays any attention to me, so I get to watch you and observe you. Do you remember on the first day when you came on board? You were so full of life and energy. Do you remember? And you were taking the stairs everywhere. And you were walking up and down the stairs and going, oh, we're going to do this every day. Oh, we're going to earn that extra cake. Oh, it'll be brilliant. Do you remember? Because I saw you come day 3. You were waiting 20 minutes for an elevator to go 1 deck up. You just lost all motivation. It was brilliant. Will you miss us when you get home? There'll be things that you miss. There'll be things that will take you a little bit of time to get used to. You'll find yourself, when you get home for the first couple of days, you'll find yourself walking into your kitchen with an empty plate. Just kind of wandering around, looking for food that should be out. It's normally here. I turn up with a plate and there's food. This will take you a couple of days to get used to. And where else can you find service? Where else can you find service? Where in the middle of the night, you could get up to go to the bathroom, and by the time you get back into your bed, somebody has come along and refolded the toilet paper into that little triangle. You're not going to get that when you get home. These are things that you're going to miss. Have you enjoyed the service on board? What about the crew? Just over 1,200 crew members on board this ship. And whether you've met them, whether they work behind the scenes, each and every one of them play a part in making your vacation special, and I truly hope that we've done that. We've still got loads of entertainment for you. The club is still going. Bearing in mind, they're in their 80s, they've just come out of dinner. The woman says to the man, ooh, shall we go upstairs and fool around? He said, oh, I don't know if I could do both. The funniest thing I heard all week, and it came from you. Thank you so much for cruising with us. You guys have been amazing. Enjoy the rest of your evening. I will see you tonight. In the club, 10:45. Have a safe journey home. Thank you very much for coming. И, наконец, последнее, финальное наблюдение, замечание после круиза. Компания Celebrity Cruises является дочерней компанией Royal Caribbean Cruises Ltd. Limited. Штаб-квартира компании находится в Майами, в США.
Celebrity осуществляет круизы по Карибам, по Западной Европе, по Аляске, Азии, по Средиземному морю. Рекрутинг персонала для Royal Caribbean и Celebrity производится во всем мире. Непосредственно на Celebrity Edge на момент нашего круиза, со слов капитана, в команде и среди обслуживающего персонала были граждане более чем 60 стран мира. Среди пассажиров судна я лично слышал, кроме английского, датский, немецкий, испанский, итальянский, иврит, русский, украинский, оба диалекта китайского языков. Но из всех сервисов Celebrity, только разве что кроме нескольких экскурсий, которые были предложены Celebrity на берегу, на этой экскурсии были на испанском, все остальное было на английском. Это было бы объяснимо, если бы круиз проходил в водах Соединенных Штатов. Или, может быть, выходил из Лондона, из Глазго. Но мы плывем в Средиземном море. Это международный круиз. Уже давным-давно большинство музеев, туристических объектов, их официальные сайты, даже услуги туристических автобусов Hop-on, Hop-off предлагают вам свои услуги на нескольких востребованных языках. Этих языков, как правило, от 6 до 10, в зависимости от того, в каких регионах это происходит и по статистике, каких туристов больше всего принимает в них участие. Я не вижу никакой технической проблемы сделать мобильное приложение Celebrity с возможностью выбора языка установки и, соответственно, меню на том языке, который тебе важен, который ты хорошо понимаешь. Это вообще не сложно. Точно так же, как и брошюры, которые распространялись на борту с распорядком дня, и информационный канал по внутренней телетрансляции. При регистрации на круиз все пассажиры заполняют подробнейшую анкету, и организаторы задолго до выхода лайнера знают все про всех пассажиров, в том числе откуда они и какой язык общения они предпочитают. Откуда такие наблюдения, почему такие мысли? Я лично видел, как во время диалога с гостями, а это было в театре, директор круиза Дэйв, люди уходили из зала, потому что когда он с ними общался, они его не понимали. Просто физически не понимали английский. Может быть, его английский конкретный. У него был такой хороший, добротный британский акцент. При мне в Customer Service, то есть непосредственно в обслуживании гостей, выстраивалась очередь из людей, которые хотели пообщаться или с франкофонами, то есть с теми обслуживающим персоналом, с теми сотрудниками круизной компании, которые говорили по-французски, или испаноговорящими представителями круиза. Видел я также и пару, говорящую исключительно на русском, для которой специально вызывали русскоговорящую сотрудницу, и она им объясняла в подробностях все условия плавания. Было видно, что они просто были неподготовленными, не знаю, по незнанию или по неумению. Так что это не мои придумки, проблемы существуют. На этом фоне было очень интересно видеть и странно видеть в программе круиза среди участников шоу в театрах стендапера, то есть стендап-комедиан. Вот вы сейчас серьезно? Но хоть сделайте в таком случае, как поступает в хороших театрах мира. Сделайте аудиопереводчик или бегущую строку с переводом. И тут дело даже не в степени владения английским языком. Стендап подразумевает под собой игру слов и выражений, знание каких-то локальных ситуаций, языковых реалий. Такое выступление было бы уместно в залах Лондона или Нью-Йорка, но никак не среди гостей круиза на большой сцене. И я не случайно упомянул, что среди членов команды было достаточно людей, владеющих разными языками. Почему бы не задействовать их в процессе общения с пассажирами? Не использовать эти умения для их работы на кухне или в буфете, а сделать их проводниками той необходимой информации, которые нужны с теми людьми, кто не говорит по-английски. Объявления, анонсы, какие-то объяснения на родном языке. Уже давно MSC Cruises, Costa Cruises, International Princess Cruises, St. Peter Line предоставляют продвинутый сервис на нескольких языках на борту. Представители на стойке регистрации, официанты в ресторанах, меню на нескольких языках, программы дня на твоем языке, ТВ-каналы, сотрудники в многочисленных зонах лайнера, а также выбор экскурсий в каждой точке стоянки. И чтобы было понятно, я свободно говорю и понимаю английский. И речь идет не конкретно обо мне. Есть такое понятие клиентоориентированность.
Вы, уважаемые селебрити, работаете для нас. Это настолько очевидно и понятно, что не требует никаких объяснений. Вам нужны новые путешественники, нам удобство в путешествии с вами. Постарайтесь нас услышать, тогда все будет гораздо лучше и комфортнее. На этой ноте хочется поблагодарить всех, кто досмотрел видео до конца. Отдыхайте красиво, удобно, разнообразно. Ходите в круизы. Конечно же, несмотря на что я рекомендую Celebrity Cruises, ну или любую другую круизную компанию на ваше усмотрение, если Celebrity вам почему-то не нравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем мира. To be clear, I speak and understand English fluently. And this is not specifically about myself. There is such a thing as customer centricity. And you, dear celebrities, working for us. This is so obvious and so clear it doesn't require any explanation. You need new travelers. We want the convenience of traveling with you. Try to hear us. Then we will all be much better and more comfortable in our cruises. Thank you very much.